Добрый день, уважаемые подписчики и гости. Вы попали на канал Ерасика. А видео это обзор на вышедший недавно сервер Revelation WoW. Присаживаемся поудобнее, берем печеньки и приятного просмотра. Узнал я в общем здесь недавно про один открывающийся сервер. Кастомный. Недри Лич Кинга. 3.3.5. Да еще с открывающимся контентом. С начала классики. Подумал, кастомный лич с контентом в 3 дополнения? Так, ну если здесь завезут ДХ, то уже точно не в среду. Ну я на это надеюсь. Зашел я в поисковик, написал Revelation WoW, да нашел сразу же первый сайт. Понял, что мои навыки поиска слишком недалекие, чтобы найти ссылку на скачивание на сайте. Да, пошел в Discord сервер, на который была закреплена ссылка. Спасибо, что слово регистр на 5% экрана я все же нашел. Покопавшись в Дискорде, я разобрался, как выбрать язык. И даже канал с анонсами, в котором, оказывается, и была ссылка на скачивание ихнего лаунчера. Как и все уважаемые добропорядочные пираты, в установке я выбрал установку игры на жесткий диск. Но сразу при начале скачивания меня беспокоили некоторые вопросы. Почему не написано общее количество версий игры, а скачиваю я лишь по отдельному файлу, которых всего было 40 с плюсом. Но это уже ладно. Назовем это звездочкой в сторону скачивания. Мол, одна проблемка, да и все. Сразу что я дополнительно заметил, так это скорость скачивания. В этом деле лаунчер мне показал родственные связи с лаунчером WoW Sirus. Ведь скорость там была от 0,7 до 3 в секунду. Ладно. Непонятно, сколько весит файл, да в придачу с такой классной скоростью, это уже вторая звездочка выполнения миссии. Ну, подумал я, ничего. Мы русские, бог с нами. Справились с этим лаунчером. Оставил компьютер и лаунчер в покое на час. Отошел от него по своим делам замечательнейшим. Подхожу, смотрю. Битва была яростной. Но, видимо, в схватке моего компьютера и нового лаунчера победил все же мой ПК. Смотрю в раздел запущенных программ, а лаунчера там и в помине уже нет. Ну, подумал я, ладно. Гениально было оставить ПК без запущенного лаунчера. И повторил действие еще раз, предварительно уверенно запомнил, что лаунчер все же запущен. Смотрю в раздел запущенных программ, а лаунчера то там и в помине уже нет. Ну, подумал я, ладно. Гениально было оставить ПК без запущенного лаунчера. И повторил действие и еще раз предварительно уверенно запомнил, что лаунчер уже запущен. Смотрю в раздел запущенных программ, а лаунчера там и в помине уже нет. Ну, подумал я, ладно. Гениально было оставить ПК без запущенного лаунчера. И повторил действие еще раз. Предварительно уверенно запомнил, что лаунчер все же запущен. Прихожу через час. Смотрю. А лаунчер-то снова отключен. Так. А это уже поинтереснее задачка от Джека Фреско. Запускаю лаунчер. Оставляю его фоном. Сижу у компьютера, да альтабуюсь каждые 5 минут. Замечаю, что у меня вылазит ошибка. Раз ошибка, 2 ошибка, 3, 4. А потом и вовсе вылетает лаунчер. Ну все, думаю. Тут можно добавить еще одну звездочку на скачивание игры. Сверху еще и ошибки выдает. Захожу, узнаю у ребят в Дискорде, сколько скачивается лаунчер. И тут я чуть в окно не прыгнул. Игра весит 50 гигов, которую надо скачивать с вылетающими ошибками, которые нужно нажимать на кнопку «Нет», иначе лаунчер просто закроется. Ну тут миссия точно на 5 звездочек с плюсом. В общем, просидел я так часов 10 со скачиванием, альтабаясь туда-сюда. Миссия выполнена на респект плюс. А ведь я раньше думал, что самое сложное в жизни это пройти миссию с вертолетиком. Зашел я все же в игру. Да тут меня уже ожидали новые миссии, созданные на выдержку. Здесь уже главное меню с персонажами грузилось по несколько минут. От 2 до 5. Включительно на создание персонажа, прогрузку входа в главное меню и входа в игровой мир. Буквально на создание персонажа и вход в игровой мир я потратил около 10
15 минут. Как оказалось со временем, сервер дудосили. Либо это так отмазались про какой-то конкретный баг. В любом случае, загрузка персонажа и мира уже не забирает более 2 секунд. Что же меня ждало в окне создания персонажей? Так это третья новая фракция – нейтралы. Как оказалось, нейтралы работают по принципу пандеренов на ритейле. Выполнив квестовую цепочку, вы можете выбрать желаемую фракцию. Создав Мурлока, я понял, что в игре у нейтралов имеется своя личная локация для прокачки. Как оказалось позже из информации других играющих, с нее можно свалить даже на первом уровне. Где-то по центру карты с выбором определенной фракции. Посмотрев немного на локацию и расовые способности мурлоков, я понял, что нужно двигаться дальше. И останавливаться на мурлоке – это не стоящее занятие в игре на 50 гигов веса. Я пошел искать, рыть. Что же там такого наделать можно было в игре 2008 года? На 30 с лишним веса гигабайт добавить предметов. Решился я на отважный поступок. Да потратил еще 15 минут жизни на создание персонажа и вход в игровой мир. В этот раз это был человек. Сразу же я увидел огромную разницу в графоне. Он здесь как минимум HD-шный был, да более приятный. Посмотрел на мобов немного, да понял, где несколько гигов висит памяти. Но этого явно мало для 30. Ну как максимум 5 на изменение моделей персонажа. Куда еще можно было все ставить? Ну хорошо, еще 5 на изменение самой графики. 20 гигов верните. Где они? Ладно. Я все же вышел со стартовой локации Североземья. И ровно начал немного понимать, где остальные грядки закопаны. Справа у выхода я уже видел домиков 10. Естественное желание пойти да проведать локацию меня не покинуло. Я посмотрел, что там за суета. Довольно большое количество NPC. Очень большое количество домов. И ни одного игрока поблизости. Я подумал, неплохая такая суета при нулевом-то количестве игроков на квадратный километр. Однако сразу же, как только я прошелся по всем домам, до NPC, я понял, насколько все бессмысленно. Ни один из NPC не являлся ни квест-гивером, ни торговцем. Это была просто пачка NPC из зданий, которые были ни для чего. Они просто были. Ну ладно, подумал я. Как-никак сервер только открылся. Может быть, что-то чуть позже придумают, и такие местности немного будут иметься, которые в будущем переделаются. Отправился же я в Златоземье. Пришел туда, и естественно там тоже красота. Видоизмененные дома, красивые мобы, и все как надо. Увидел новое дополнительное здание. Ну окей, давай его осмотрю. Скорее всего, оно для чего-то нужно, раз стоит рядом с великой таверной Златоземья. Зашел в здание, а там ровно та же ситуация, что и прежде было ранее. Пачки NPC? Да пусто. Ну хорошо. Чуть позже, наверное, придумаю, для чего это место нужно. Отправился набирать квесты к таверне, да замечаю еще одного NPC, который оказался регой на арену 1 на 1. Прикольно, подумал я. Регнул, да встал АФК в ожидании реги. Спустя 10 минут замечаю, как случайный игрок подошел и тоже регнул. Прекрасно, подумал я. Увидел принятие решения на арену, принял. И что же у меня появилось? Все NPC вокруг меня пропали. Меня закинуло в рейдовую группу, где был только я один. На мне появился дебаф рута, вечное сковывание. Я не мог никак двигаться. Недолго думая, я заметил игрока одного, единственного в локации, который мне отображался. И самое ироничное, что он стоял у того самого NPC, который выдает ту самую регу в 1С арену. Посидев да пообщавшись несколько минут, я понял, что на арену нас не перебрасывает, а единственное правильное решение, до которого можно дойти, это лишь перезайти в игру полностью, либо выходом из мира.
так как релог не помогает выбраться из данной ситуации. Отважился я таки на героический поступок и еще 10 минут просидел в главном меню на загрузочном экране. При входе дебафа не было, рейда тоже, и понял, вот она, свобода. Недолго думая, я отправился посмотреть, что же все-таки находится в лучшем городе классики – Штормград. Промежуточно проверяя онлайн сервера, стало заметно, что его в принципе и нету. Сидела на Альянсе человек 200, да на Орде мне зрители подсказывали, что играет сотня. Здесь-то я и понял, что играют только избранные, которые все-таки смогли совершить подвиг, да пройти фейс-контроль в 10 часов скачивания. Я понял, что эти ребята те самые. Лучшие из лучших. Худшие из худших. Здесь собраны самые отважные герои Азерота. Тем временем я уже и до Штормграда добегал. Только подходя к нему, я уже начал понимать, что с ним что-то не так. Вход был перестроен, слева и справа речки были полностью заполнены. А если в них упасть, то выйти уже обратно будет некуда, ибо дороги для поднятия нет. Ладно, подумал я, не нужна мне эта речка, да пошел дальше. Только я прошел узкую часть, понял, что от Штормграда тут осталось только название и парадный вход. Слева и справа абсолютно все было переделано. Объектов было настолько много, что мой компьютер справлялся с такой нагрузкой, выдавая только лишь 30 FPS максимум. NPC, дома, все было на куче. Я смотрел каждый дом. У входа я понял, что некоторые дома были попросту переделаны. Где-то находил новую профессию лесорубства до деревянного мастерства. Понял, что таверна и банк находятся в абсолютно других местах. Посмотрев на то, что было при входе, мне стало интересно, где там квартал магов, который не отображался на карте, и пошел в левую сторону города. Там-то и начались первые звоночки. Было наставлено куча разных домов с непонятными входами. Я зашел в каждый и понял, что дальше входа ничего не проделано. Нет самого дома, NPC и прочих ништяков. А сверху к этому территория, по которой я ходил, время от времени окрашивалась в ордынскую, ходя-то по Штормграду. Прошел еще немного дальше, я понял, что NPC все-таки есть. Только они перемещены по всему Штормграду. Впрочем, как и здания с этими самыми NPC. Где-то переделаны, да перерисованы. Мне стало интересно, где же там порт Штормграда? Что с ним? И как он себя ощущает? Искал я его не так долго, как пытался разобраться, куда мне нужно пойти, чтобы в него спуститься правильно. Порт был разделен на пару частей, не соединенных друг с другом. А чтобы в каждую из них попасть, нужно пройти несколько минут времени пешком или на маунте на другую обратно и выбрать правильный обход. Порты, кстати, не рабочие. Кораблей не было. Возможно, потому что не было создания персонажей эльфа крови Дадринея. Как мне кажется, скорее всего связано это с тем, что сейчас контент классики, а не БК. Хоть и ядро 335. Поэтому некоторые мои зрители сказали, что они все же могли создать некоторыми махинациями этих персонажей. Как они это сделали, я точно не знаю. Возможно, зашли слишком клиента на этот сервер. Может, с бубном вокруг костра чечетку сплясали. Сдается мне, что без грибов здесь дело не обошлось. Выше все же из порта я заметил следующую картину. Большая пачка кораблей прямо в Штормграде находящиеся, выполняющие роль обычного дома? Серьезно? Немного побродив еще в ближайших окраинах, мне стало интересно, как там батя Вариан поживает. Решил все же затестировать, как здесь работает камень возвращения.
довольно сильно удивился, что здесь время его кассы составляет 20 секунд. За такие фокусы абсолютно все паладины этого мира ополчатся на создателей этого сервера. Забрать самое ценное у братьев наших меньших — это уже перебор. Появился у того самого хозяина таверны. Да направился к правой части города. Играть в казино с поисками нужных достопримечательностей. Немного побродив, нашел неясные мне палатки, в которых находились присты и кого-то лечили. Те, в свою очередь, также оказались бессмысленными NPC. Еще походил по городу. О да, победа! Я нашел что-то похожее на подъем к замку короля. Пока шел до назначенного места, понял, что строители явно народец небогатый. Ибо кто мне сможет объяснить, что каменный пол в некоторых местах окрашен в другой цвет? Это я понять не смог. Мост так вообще оказался полудеревянным, полукаменным. Надеюсь, это отсылка на разные века города. Каменный старый и деревянный новый. Ибо я не понимаю, как это еще можно нормально объяснить. Забыв про трудности, я направился еще дальше, где увидел стоящего прямо на ступеньках Дыха. Причем такую интересную личность, как Илидан. То, что Дыха в среду здесь не будет, я это сказал в самом начале видео. А то, что я его увидел стоящего посреди ступенек в среду, такой подставе в опровержении моих слов я, конечно, не ожидал. Поднявшись еще немного, я все же смог добраться до выделенной мною точки. Пройдя ровно к королю, тут-то я уже начал понимать, что уже ничего не понимаю. На троне короля Вариана стоит король Лордерона Артас, а рядом с ним Джайна Минетил. Где все-таки находится Вариан Рин, я так и не смог найти. Зато нашел его библиотекаря, который явно что-то знает. После осознания реальности и метавселенных я понял, почему Дыха на Сирусе это плохая идея, ведь придет Артас Минетил из прошлого, станет новым королем Альянса, Вариана сошлют вообще в Сибирь, а Штормград станет навеки деревянным царством, где нежить так и не покажет свою сущность этому Азероту. Так-так. Название видео не зовется альтернативным сюжетом World of Warcraft. Наводит меня на мысль, что пора двигаться дальше. Набравшись храбрости и терпения, я все-таки вышел из адского города FPS и таки направился во всеми известную таверну Златоземья. Побегал и повыполнял там квестики, да апнул за несколько часов таки 10 уровень. Тут-то меня охватила первая неожиданность. Оказывается, на сервере изменены ветки талантов. Да выглядят они совершенно по-другому. Выбор спека идет примерно как на оффе и выдает в общую сумму сразу при выборе дополнительные способности. У каждого спека оказалось как минимум 2 способности. Одна активка, одна пассивка. Либо 2 активки. Так как я играл за мага, то выбор у меня был только между 2 спеками. Это огонь и лед, имеющие по одной активке до одной пассивки. А вот аркан таки не смог меня порадовать своим выбором, так как на 10 уровне его нельзя избрать, что в общем-то жалко, подумал я. Однако как только я увидел огненную глыбу у фаермага, сразу же понял, что остальные спеки мне и в помине не нужны. Артиллерийский заряд с кастом в 5 секунд и мощной доткой. Что еще нужно для счастья на классике? Сразу при получении уровня я заметил, что у меня открыт доступ на поле боя. Это мне дало в голову осознание того, что ядро игры действительно 3.3.5, а контент будет открываться как на классике. И значит, инсты я увижу уже на 15 уровне с мешочком и всеми приколами. Побегав еще немного, мне стало интересно увидеть работоспособность профессий. Траву и алхимию, которую я брал, использовал для создания зелий, которые пил в честь любой угрозы. Бинты тоже выполняют немалую роль.
так как не используют и не стопают при использовании регенерацию маны. Но самыми интересными профессиями я посчитал рыбную ловлю и кулинарное дело. Хоть прокачивать их может быть и гемор, однако видеть бонус от них всегда приятно. Причем, покачав их, я понял, что предел прокачки профессии на данный момент является 150 уровень, кроме рыбной ловли, кстати. Я начал качать ее свыше 150, поэтому можно сделать вывод, что раз ее уровень не влияет на количество дропа, то и прокачать ее можно на максимум. Ну что ж, давайте понемногу будем подводить итоги моего небольшого путешествия по серверу. На момент записи видео я еще не успел прокачаться до максимального уровня. Однако это не мешает мне рассказать о том контенте, что я мог бы там увидеть. Первое, что мы знаем об этом сервере, что это ядро сервера Lich 335. А значит, дроп-рейты, мобы и все остальное будет на его базе. Даже ювелирные камушки будут выпадать, хоть ювелирки и вовсе в помине не существуют здесь. Второе, что мы знаем, это фреш-сервер, а контент будет открываться с классики до лича. Причем сейчас можно докачать персонажа максимум до 20 уровня, а профессии в свою очередь поднять до 150. Третье, что мы знаем, сервер кастомный, и здесь могут добавить что угодно. Например, в данный момент, что мы видим, это добавление новых нейтральных рас, конкретно мурлоков и колоаков, у которых имеется свой остров, на котором они выбирают себе фракцию. Графика очень красивая. Добавлено тонна объектов, так что глаза будут точно радоваться. Что не скажешь про вашу видеокарту, которая будет скорее всего плакать. Города перестроены таким образом, что вы хрен найдете то, что вы ищете. А локации Азерота перекопаны так, что вы уже не поймете, по пустынному Дуратару вы бегаете, или же по горному Элвину. А если вы захотите свалить ото всей этой лоу-левельной суеты, да пойти за границу доступного уровня, табличка появится на полэкрана со словами: «Вася, у тебя 5 секунд покатить обратно, или мы тебя депортируем в таверну». У обоих фракций стоит по одному World боссу. Один у Альянса на темных берегах, другой у Орды на острове Троллей. Созданы мировые боссы под 20 уровень. Поэтому прямо сейчас киберкотлеты могут собрать гачи-пати для устранения совместного фистинг с этим тварям. Перечислим плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Проект новый, и у него есть желание создать определенный заинтересующий игроков контент. Техподдержка работает постоянно, так что на любой вопрос вам дадут ответ. Причем комьюнити доброжелательное и помогает с проблемами так же скоро, как и суппорты. Анонсы же о нововведениях постятся достаточно часто. Сервер открывается поэтапно, понемногу. А значит, в долгой перспективе всегда будет чем заняться. Сервер англоязычный, а как показывает практика, на Западе бурги более тщательно относятся к контенту. Посмотрев на плюсы, можно уже сделать выводы, мол, что-то имеется, не правда ли? Какие же минусы? Первый минус – оптимизация. Под оптимизацией я подразумеваю FPS в некоторых местах, например, Штормград, а также баги, которые должны будут фикситься. Например, единственные чаты, которые работают, это гильд-чат, шепот в личные сообщения и эмоции. Второй же немалозначимый минус – это онлайн сервера. И довольно легко объяснить, почему он настолько маленький. Сервер хотел открыться еще в январе. Однако сделал это он очень неудачно. У проекта был недоработан лаунчер, с которого не так просто было скачать игру. А также DDoS-атаки, из-за которых люди, только скачавшие игру, думающие, что сейчас насладятся контентом после таких мучений, попадали в неприятную ситуацию, где они сидели в окне создания персонажей по 5 минут, сервер лагал, да вылетал. Онлайн на данный момент утром составляет на сервере примерно 300 человек, 200 на Альянсе
и 100 на Орде. Плюсов оказалось больше. Посмотрим, куда этот проект продвинется. Через неделю, месяц, полгода. Или останется на плаву и через года. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк и подписываемся на канал. С вами был Ярасик. Всем пока.